Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я хочу поговорить о трендах, которые царят не только в мире фэшн-индустрии, в мире красоты, но и непосредственно в мире макияжа, потому что все это очень сильно перекликается, и то, что носят модели, зачастую отражается в том, как мы носим макияж. Поэтому, пожалуйста, если видео вам интересно, то оставайтесь, подписывайтесь на канал и поехали! Первое, что мы обсудим, это фэшн-макияж. Да, здесь нужна обязательно оговорка, что фэшн-макияж очень мало общего имеет с нашим повседневным макияжем. Но это не значит, что мы не можем посмотреть, насладиться, а может и удивиться. В мире моды есть классная платформа, от которой фанатеют все, кто увлекается фэшн-индустрией, дизайнеры. И на этой платформе можно найти абсолютно любой аксессуар, который вас интересовал из конкретной коллекции, моделей, показы, дизайнеров. То есть вся вот такая точечная информация, которая вам нужна, можно там, в зависимости от тегов, keywords и всего прочего, найти. Соответственно, эти ребята, у них огромная база, им есть что анализировать. Решили проанализировать последние показы, которые были приурочены к зимним коллекциям, и выявили такие основные тренды в макияже, которые там прослеживаются. Конечно, в первую очередь это зависит от настроения, от компаний, от того, какие коллекции они представляли, но все равно эти тренды нужно понимать, нужно осознавать и, возможно, даже привносить в вашу жизнь, если вам это родненько, если вам это откликается в сердечке. Первое, о чем они писали, что в большинстве образов была сочная, классная, яркая красная морковная помада. То есть, да, тут или около красные оттенки, или морковные оттенки. Конечно, это очевидно, что, слава богу, немножечко, да, вот эта коронавирусная эпоха идет на спад, соответственно, есть возможность выделяться, есть возможность снять маски, наконец-таки, и носить помаду, которая нам нравится. Конечно, когда мы говорим о каком-то выходе в свет, когда мы говорим о каком-то заявлении, то это всегда красная помада. Ну, также решили наши прекрасные дизайнеры, поэтому практически каждая модель бренда Miu Miu и других ведущих брендов у нас была с такой красной помадой. Если говорить в количественном отношении, да, насколько изменилось количество нюдовых помад в соотношении с яркими, классными, такими красными образами, то в прошлых коллекциях это было 297 образов, сейчас 797. То есть, да, прирост это 168%, и мы понимаем, что это явный такой лидер сегодняшнего дня. Поэтому, друзья, если вы еще прятали свои помады, самое время их расчехлить. Весна, солнышко, уже практически лето, и я думаю, что самое время достать свою любимую помаду и быть в тренде. Вторая тенденция, которая прослеживается в первую очередь в коллекциях, во вторую уже на лицах наших прекрасных моделей, это эстетика панковская, роковская, такая вся бунтарная. Готы вернулись в строй. Здесь все вспомнили Дашу из «Папиных дочек». Да, вот это, но модернизированное, сейчас супер-супер модно. Давайте разберем по частям нашего тела. То есть, если мы говорим о помадах, то на показах присутствовали, конечно же, омбре. Это такой прекрасный эффект, когда у нас от темного переходит светлый, от светлого в темный. Если мы говорим про оттенки, то это сливовые оттенки, это черничные оттенки, это бордовые оттенки, но тем не менее это прям вот такой сильно черничный эффект, я бы сказала. То есть все равно там не то, как, знаете, раньше было модно, когда из темного бордового переходит в красное. Нет, здесь история с черным цветом, то есть это все около черное. Поэтому, если вам это все нравится, симпатично, welcome. Также были еще другие текстуры, конечно же, на губах. Это глянцевая черная помада, и она, кстати, мне кажется, звучит свежо. То есть глянцевую черную помаду я бы еще попробовала, если у меня стояла бы такая цель. И третий вариант по текстуре — это матовая черная помада. Для меня, наверное, этот образ, он наименее привлекательный в повседневной жизни, потому что здесь очень-очень много нюансов. Во-первых, если вы неправильно накрасили губы темной, а конкретно черной матовой помадой, здесь уже губы ваши будут меньше, можно сильно повредить форму, поэтому здесь нужно прям быть осторожным. И в вторую очередь, конечно, все матовые помады, они подчеркивают любую оплошность, любую погрешность. Если ваши губы недостаточно увлажнены, все это будет видно на вашей черной помаде. На мне тоже сейчас, к слову, матовая помада от Lime Crime, Кашемир. Я думаю, все, кто увлекался миром косметики лет 7 назад, вспомнили, что у них, скорее всего, была такая же помада. И здесь тоже, вот если вы посмотрите по цветотипу, по эффекту, за счет того, что он более холодный, придает такого какого-то готического шлейфа. Но если перейти к цифрам, то это порядка 142 образов, насчитали наши прекрасные эксперты, которые были именно с ключевыми такими темными губами, готическими оттенками. Здесь, конечно, дело ваше, либо
либо подождать осени и попробовать такой макияж, либо обойтись какими-то холодными и винными оттенками. Я думаю, что они тоже так прекрасно дополнят вашу готическую историю, если вы вдруг захотите быть прям максимально в тренде. Но, конечно же, готический макияж, он не ограничивается только губной помадой. Зачастую образы были максимально смиксованы, и были все атрибуты. Это и темные глаза, и темные губы, и бледная кожа, чтобы прям все максимально классно смотрелось. Но все равно эксперты выделили тоже 3 категории модных макияжей глаз, которые встречались на показах. Первое, конечно же, наше самое любимое, это тени, которые так структурированно, фактурно были вырисованы у наших моделей, то есть это большой такой раскосистый кошачий глаз, зачастую оттенки были неоновые, потому что неон тоже в тренде, он, собственно, и не уходил. Вторая история, которая остается, это история эйфории, это блески, стразы, такие фактурно красивые какие-то фигуры, которые, да, вот с помощью блесток воспроизводятся на наших глазах, это все тоже было. И третье по востребованности, да, это история, связанная с нашей Джулечкой Фокс. То есть это вот такие смоки айс в формате панды, большие черные глаза. Тут Джулия очень сильно повлияла, конечно, на эту индустрию, либо знала заранее, не случайно с Kanye West там гуляла, может быть, нашептал ей где-то, что будет модно. Кто знает, кто знает. Вот, поэтому эти 3 тренда, они у нас остаются и на всех показах были, поэтому пользуйтесь, если нравится. И раз уж мы заговорили про всю эту сразово-пигментную историю, яркие, красивые макияжи глаз, то, конечно, самое время сейчас поделиться с вами классной новостью, которые ждали просто большинство фанатов «Эйфории». Это не про то, что вышел 2-й сезон, вы уже все сами его посмотрели, если вы увлекаетесь этим сериалом. И, кстати, к слову, 2-й сезон, с точки зрения макияжа, на мой взгляд, он был немножко более такой сдержанный, потому что когда вышел 1-й сезон, это была феерия образов, это было так новое, это было что-то супер новое, неочевидное, и действительно этот макияж, он стал, мне кажется, такой отправной точкой, во-первых, в трендах, которые до сих пор плетутся у нас вслед за 1-м сезоном, и, конечно же, за тем, как мы воспринимаем себя, как мы чувствуем себя, как мы выражаем себя в макияже. Это очень классно демонстрируется при помощи различных сцен, драматических в том числе, да, и вот как девчонки выглядели, как они себя показывали, несмотря на обстоятельства, которые происходили в их жизни. И 2-й сезон, на мой взгляд, он немножко более сдержанный. Конечно, это сказано и обусловлено тем, что у нас фокусировались режиссеры больше на то, чтобы проработать персонажа, больше рассказать про его внутренний мир, потому что зачастую мы видели только внешний, и, конечно, это было все очень красиво. Но перейдем к делу. И главная визажистка этого сериала, Донни Дейви, наконец-то выпустила свою коллекцию косметики, называется она Half Magic Cosmetics, и мы все ее с этим очень сильно поздравляем, потому что, конечно, вариаций много, как повторить этот эйфорийский макияж, это и MAC, это и Colourpop, и все вот эти яркие, блестящие истории, но хотелось все-таки посмотреть, что она представит. В ассортименте бренда все очевидно стандартное, но очень-очень сильно красиво. Это блески, шиммеры, подводка, которую можно, да, как накладывать и пигменты, тинты, тем не менее, как подводка. Но, кстати, я так и не нашла фотографии, как выглядит у нас кисточка, потому что у нее тенюшки, они были с такой лопаточкой. И мне кажется, что не очень удобно использовать это в качестве подводки, но, возможно, там можно купить комплект кистей и как-то туда в баночку залазить. Ну, не знаю. В общем, там очень всего много. В первую очередь я бы, наверное, выделила, конечно же, это цветные стрелки, это блески, это какие-то камушки, которые мы можем доклеить для того, чтобы воспроизвести какую-то либо форму. Это формы, что мне очень понравилось. То есть, если вы не любите воспроизводить макияжи, которые зачастую у нас в социальных сетях Colourpop, это вот эти вот блески, стразы, феи на ваших глазах, то что сложно рисовать, если вы не умеете, то у Дейви можно заказать наклейки, наклеить, и все классно. Вы как участница, не знаю, сериала «Эйфория», но при этом вы не заморачивались. То есть там есть аксессуарная история, они порядка $10-13 стоят за пачку, там их много, то есть если вы не каждый день будете такой красивый яркий макияж, то хватит надолго. И вторая история, это уже косметическая. Как я сказала, это блески, это тени, это шиммеры, это блески, это хайлайтеры. Они продаются как в наборах. Наборы достаточно дорогие, $60-80. Но сейчас там, по-моему, есть скидка, можно в порядке $60 купить набор. Там, по-моему, неоновая бэйби, что-то такое. Ну, в общем, они там положили все, что вам надо для создания макияжа. И можно, конечно же, отдельно позиции тоже посмотреть. Они стоят порядка $20
24 долларов. И мне кажется, что это хорошая цена. Да, конечно, с нестабильным курсом рубля сейчас вообще в целом говорить сложно, но тем не менее это культовая звездная косметика. Зачастую звездная косметика очень дорогая. Я писала в своем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, если еще не подписаны, что Юдашкин тоже выпустил свою прекрасную коллекцию косметики, там палетки по 8 тысяч рублей. А вы понимаете, да, это почти 100 долларов. Вот, поэтому здесь, конечно, мне нравится, что зарубежные наши прекрасные звезды немножко фильтруют свои цены, потому что, ну, иногда даже позволить себе сложно. Но здесь, наверное, связано с тем, что это все-таки тинейджерская история, и у детишек у них не очень много на это денег, поэтому она сохранила такой баланс и качество, и всего прочего. Кстати, о качестве пишут, что все очень классно, стойко, очень интересно. Я безумно хочу попробовать, потому что мне нравятся яркие макияжи, и, в общем, мы Доми Дэйби просто безумно поздравляем с этой новостью, мне кажется, прям здорово, здорово, классно. И третья тема, которую мы сегодня с вами затронем, это неоновая коллекция Huda Beauty. Первое, что нужно сказать, что Huda Beauty лучше всех чувствует эти тренды. Я не знаю, как ей это удается. Аналитики его, маркетологи его, Huda его. Потому что когда была очень популярна эта история с Urban Decay, вся эта Naked палетка, все это такое аккуратное, осторожное, все эти бежевые, куча бежевых оттенков, которые практически не отличаются друг от друга, пришла Huda и сказала: ребят, есть новый нюд, и новый нюд — это розовые цвета, и все начали скупать эти прекрасные большие палетки. Но стоит сказать, что у Huda качество больших палеток очень-очень хорошее. Все красятся розовый макияж в тренде. Потом приходит Huda и говорит: а давайте пересмотрим это все, что это все розовые ходят, одинаковые, будет все красное, будет все бордовое, и опана, палетка Notti. Ну и сейчас видео, кстати, есть на моем канале, был обзор у меня на палетку Rose Quartz, там опять уже такая магическая история, сила камней, но тоже то, что в тренде, то Huda и выпускает. Соответственно, сейчас неон остается, неон с нами, как мы уже сказали, как сказали наши эксперты с платформы, анализирующие все эти образы, да, на ковровых дорожках образы, непосредственно на самих показах модных. И неон, он с нами, никуда не делся. Соответственно, Huda выпускает коллекцию, буквально там пару недель назад, это была коллекция Color Block, в ней было представлено две палетки. Одна палетка у нас больше такая оранжево-фиолетовая, и мне она менее близка, потому что, мне кажется, она будет очень классно смотреться на смуглой загорелой коже. Я, к сожалению, светлолицая, и я даже ее не рассматриваю. Очень мне нравится вторая палетка. Там есть голубые оттенки, желтые, зеленые. Очень интересно смотрится. Мне кажется, прям можно сделать классные такие вариативные макияжи, и будет очень здорово. Стоимость палеток у нас 37 долларов, но нужно не забывать, что это девятки. А что это значит, друзья? Посмотрела я обзоры, посмотрела я первые какие-то впечатления пользователей, которые за границей смогли, да, посмотреть на все это дело в работе. И, конечно же, маленькие палетки Huda часто очень сильно критикуют, потому что они сделаны в Китае. Большие палетки сделаны в Италии качество теней хорошее, в Китае качество теней не всегда хорошая, скажем так, потому что я не хочу обижать алиэкспрессных производителей, там есть тоже очень интересные позиции, не за 200-300, конечно, рублей, но там представлены такие сетевые, известные китайские бренды, у них тоже все более-менее хорошо, но вот у Huda почему-то не ладится. Вот маленькие палетки критикуют, почему не исправляют, не знаю. Те же самые домыслы у людей, те же самые проблемы. Первое, пигменты не кремовые, осыпаются, сложно набираются даже на палец, ну, на кисть это вообще караул, все лицо у вас будет в блесках. Второе, если мы говорим о ярких оттенках, вот я конкретно смотрела обзор на палетку, которая мне нравится, желтый, ну, очень сложно наносится, сложно как-то передается, сложно растушевывается, поэтому не знаю, как бы... Воздержусь пока от покупки, но тренды есть тренды. Поэтому неоновая коллекция выпущена у нас у Huda. Если вам интересно, можете посмотреть. А вообще, хороший аналог неоновых теней у нас есть у Colourpop. Его сложно, конечно, сейчас достать, но посмотрите, если вот вы хотите быть как раз в тренде, быть на этом модном пике неона, то у Colourpop и цены сильно дешевле. У них палетки 10-15 долларов, когда скидки можно вообще за 7 что-то взять. Однушки вообще не говорю, там 3-5 долларов, тоже в зависимости от цены. И там очень хорошее качество. То есть Colourpop прям очень сильно советую. Кстати, раньше был на Озон. Конечно, это сомнительно, потому что нужно смотреть документацию, желательно запрашивать. Но были на Озон позиции дороже, чем на официальном сайте. Но с официального сайта раньше доставлялось очень долго, а сейчас вообще это делать сложно.
Вот, поэтому неон тоже моден, неон классный, неон остается. В российских брендах, кстати, тоже представлены неоновые позиции, например, бренд Сергей Наумов. Я отдельно хочу обязательно снять тоже видео про российские бренды, но вот у Сергея Наумова можете тоже посмотреть, там очень много каких-то неоновых подводок, неоновых тушей, но цены там тоже кусаются. Вот, кстати, российские бренды и все прочее. На мне карандаш тоже, ну, не сказал, что он сильно неоновый, но цветной, синий, и это Vivienne Sabo, очень классный карандаш. Поэтому, если что, пишите в комментариях, я вам подскажу. Стоимость, конечно же, там просто тоже смешная, порядка 300 рублей. Вот, не он с нами, а мы продолжаем. Ну и последний тренд, о котором нельзя не сказать, конечно, он немножко сходит на нет, но тем не менее очень много приверженцев, и я думаю, что он всегда будет как-то мелькать у нас на горизонте, это нюд, это красивый, аккуратный макияж. И сейчас акцент, да, вот что немножко поменялось, то, что у нас лицо должно быть супер здоровое, хорошо проработанное. Это все этапы подготовки к макияжу, потому что мы знаем, что если немножко лениться и плохо ухаживать за кожей, а ухаживать можно даже с минимальным бюджетом. У меня тоже есть об этом видео, где я говорю про классные азиатские продукты, которые достаточно консервативны с точки зрения цен, но очень хорошо ухаживают за своей кожей, то если вот все это прорабатывать, то, конечно, любой макияж будет хорошо смотреться, а особенно вся эта нюдовая история, потому что сейчас особый акцент на здоровую, сияющую, красивую кожу, то есть она должна быть влажной, то есть если мы говорим про хайлайтер, про текстуры, то это должны быть текстуры не плотные, это должны быть текстуры не те, которые друг на друга наслаиваются, а это текстуры именно, которые подсвечивают кожу, текстуры, которые увлажняют, напитывают ее, и все это смотрится очень живо, очень свежо и, конечно, по-летнему, поэтому это все остается. Если хотите вдохновиться какими-то, да, такими историями, посмотрите работы Шарлотт Тилбери, потому что у нее прям всегда, когда она работает с моделями, какие-то не голливудская бронзовая история, о которой мы часто с вами говорим, но когда это модели, когда это любое мероприятие, Оскар, Евровидение, Мэтт Гала, к слову, если вы вообще не готовы к фэшн-макияжам, о которых мы говорили в начале, да и я, собственно, тоже не готова, но хотите что-то трендовое, но, тем не менее, то, что откликается вам, посмотрите мероприятия, потому что там звезды, их цель это не показать какую-то вау-коллекцию Шанель, на которую будут смотреть и думать, о боже, это прям, ну, необычно. Помните, было так, что выбеливали брови или чего-то еще, да, то есть там в фэшн-макияже много своих фишек, которые сложно привнести в жизнь, но если посмотреть мероприятия, которые актуальны, то там можно что-то забрать к себе, в копилочку своих образов, которые вам нравятся. И вот если вы посмотрите Мэтт Гала, Евровидение, Коачеллу, там можно увидеть, что визажисты Шарлотт Тилбери очень часто работают с моделями, да, с амбассадорами бренда, и всегда их макияжи очень свежие и такие красивые, у них такая кожа классная, и поры видны, потому что не надо стесняться того, что у вас есть поры, у всех есть поры, но это все так подсвечено, так красиво, так аккуратно и так увлажнено, что, ну, прям здоровое сияние. Вот здоровое сияние, мне кажется, прям логотип этого бренда. Тени, да, то зачастую тоже были такие розовые аккуратные оттеночки, но с шиммером. Шиммером нужно быть осторожнее, если у вас возрастной макияж. Шиммер должен быть такой сильно перемолот, да, то есть это должно быть больше какой-то перламутровой истории уходить, потому что если шиммер будет забиваться в складки, если он будет сильно заметен, то это будет придавать вам возраст, чего каждому, мне кажется, человеку бы не хотелось. Ну вот и все, дорогие друзья, видео подошло к концу. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете о всех этих трендах, если то, что вы действительно можете применить относительно к себе, то, что вам понравилось, или вы и так вообще всегда были в тренде, и вам тренды не писаны. Что касается меня, то мне кажется, главное чувствовать себя органично в том, как ты выглядишь, что ты делаешь и так далее. То есть, если вы будете носить черную помаду, но вы не чувствуете себя в черной помаде, то это не будет трендово ни для кого, и в первую очередь не для вас. Поэтому мне кажется, что самое классное — это владеть всеми этими знаниями, как раз выбрать по крупицам то, что можно переложить на вас, то, что откликается у вас, и использовать. Мне кажется, это самое классное. Мне, например, очень нравятся темные помады, я их очень часто ношу. Конечно, больше какой-то в осенний период времени, но это действительно очень красиво и здорово работает. Нюдовая история тоже красивая, поэтому я точно вот пару каких-то моментов для себя нашла. Дорогие друзья, наше видео подошло к концу, а значит, нам пора прощаться. Надеюсь, что видео было вам полезным. Вы подписались на канал, нажали на колокольчик, написали комментарий и уже ждете следующее видео, потому что оно будет совсем скоро. Пока!